Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Если вы тут ни разу не были, тут мы снимаем обзор на разные мотоциклы, описываем их технические характеристики, также катаемся на них по территории. И иногда, когда тепло, когда не как сейчас 2 градуса тепла, мы выгоняем их на кроссовый трек, пробуем их на трамплинах. Катаемся по жесткому бездорожью, то есть максимально показываем технику со всех сторон. Да? Сейчас мы вам покажем Kawasaki KLE 250, это уже не первый KLE. Ссылочка на предыдущий обзор будет где-то вот здесь. Смотрите, если что, нажимайте. Потом мы снимали обзор на предыдущий KLE, точно такой же Kawasaki, только красного цвета. Ну, начнем с того, что Kawasaki KLE 250 это аналог Kawasaki ZR 250 по двигателю. То есть это родственная душа, можно сказать, двухцилиндровый мотор. И когда один из цилиндров у вас не работает, отчетливо слышен такой шум, который ни с чем не спутаешь. Зизер 250, Kawasaki KLE 250. Но лично по моему мнению авторскому, Kawasaki KLE 250 по мотору отлично себя ведет в плане того, что мощности, тяги хватает для этого мотоцикла. А для Зизера все-таки Зизер выглядит как спорт, хочется на нем гонять, конечно, немножко не хватает. Но в данном видео у нас именно Kawasaki KLE, поэтому давайте о нем расскажем. Тормозные диски, тормозные колодки, вилка передняя, задний амортизатор. То есть все эти вещи, которые мы обычно проверяем, мы уже проверили в другом видео, поэтому если кому это интересно, переходите по ссылочке, она есть в описании, называется технический обзор. Конкретно у данного мотоцикла 21 600 км пробега, то есть до 22 тысяч километров. Он пришел к нам в идеальнейшем состоянии касательно двигателя, касательно технического состояния. Мы ничего не делали, даже не чистили карбюратор. Двигатель заводится прекрасно, на холодную, на горячую. Сейчас мотоцикл уже подостыл, у нас 2 градуса тепла. Но один черт, нажимая на кнопку, вы получите этот звук заводки мотоцикла. Обороты чуть низкие, но сейчас он прогреется. Дадим ему 30 секунд, сейчас он прогреется, прокатимся на нем, опишем свои ощущения. Погнали! Что я там говорил? Что, типа, сейчас на него прогоним, да? Ты прогонять собирался, да? Погнали! Попробуем на колесо его дернуть. Попробуем дернуть на колесо на первое. Слабовато, да? Блин, ребят, конечно, не стоит забывать, что это не эндуро, это такой смешанный класс, я даже не знаю, как он правильно называется. По факту это дорожник, это дорожный мотоцикл, то есть на колесо поднимается тяжело, но ездить на нем очень-очень приятно. То есть он отлично подойдет как и для дорог общественного пользования, как и для передвижения по городу, как и для дальников. То есть это такой, знаете, как BMW 1150, 1200 GS, вот тот же самый BMW, только поменьше и дешевле в несколько раз. Так что, ребят, в 2 словах, Kawasaki KLE 250 это не дорожник, это мотоцикл двойного назначения. То есть вы на нем в теории можете ездить по легкому бездорожью, по небольшой грязи, если поставите шипастую резину. Но в то же время вы отлично будете чувствовать себя в городе. Ездить на нем между рядов у вас получится легко. То есть у него довольно-таки небольшой руль, он очень легкий, очень легко рулится, высокая посадка. И самое главное, ровная. То есть вы сможете ехать, получается, на нем стоя, то есть если вы едете на дальняк, у вас получится на нем встать в полный рост, отдохнуть, так скажем, чтобы задница у вас отдохнула, потому что самая страдательная такая, скажем, область у вас это ваш зад будет, если вы едете на нем на дальняк. Поэтому он будет отдыхать, то есть если вы этого захотите. Помимо этого, у него есть подножка для заднего пассажира, они привязаны именно на подрамник, не так, как на Yamaha Serov, они установлены вот здесь. Кому интересно про этот мотоцикл посмотреть, тоже посмотрите ссылочку, я куда-нибудь ее прикреплю. Помимо всего прочего, помимо этого у него есть также и багажник. То есть багажник не очень-то тяжелый, но один черт, на него можно вот такой здоровенный тюк чего-нибудь приделать. То есть приходим к выводу. Данный мотоцикл это универсальный такой солдат, он подходит и для бездорожья легкого, и для дорог, и для дальника. То есть люди, которые покупают этот мотоцикл, могут его эксплуатировать в принципе в любых условиях. Вот что я пытаюсь донести на этом видео, что это универсальный мотоцикл. При этом у него 2 цилиндра, то есть вы имеете небольшой такой запас доехать на одном цилиндре, если что случится. Водяное охлаждение,
Вот, цепной привод. То есть легкий мотоцикл с небольшим относительно расходом двигателя для путешествий, для катания по дорогам, для катания по бездорожью. Так что, ребят, я надеюсь, я подробно рассказал про этот мотоцикл. Если что, ссылочка на прошлый обзор Kawasaki KLE также будет в описании. Вот, если у кого останутся какие вопросы или предложения, или комментарии, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что я рад любым комментариям, неважно, насколько они хейтерские, неважно, насколько они хорошие. Я читаю каждый комментарий, который вы оставляете. Вот, если я не отвечаю, это не значит, что я его не прочитал. Я его прочитал. Что ж, до новых встреч!